Приветствую вас, уважаемые зрители. Вот уже почти 2 месяца прошло со дня старта официальных хардкорных серверов. И я с интересом наблюдаю за событиями, которые там разворачиваются. Честно, я приятно удивлен тем, что игроки, участвующие в челлендже, проявляют иногда воистину героические качества в отношении рандомов, которые не всегда ожидаешь от своих сопартийцев. Сообщество классического World of Warcraft, как по мне, одно из самых дружных и самоотверженных, что бы про него ни говорили. Сегодня мы с вами рассмотрим пример, когда в критической ситуации игрок думает не только о своем спасении, но и о спасении своего товарища, даже ценой собственной жизни. Да, представьте себе, такое бывает. Но прежде чем мы услышим историю героического спасения в стиле рядового Райана, полминуточки на коротенькое объявление. Меньше чем через неделю, а точнее 28 октября, проект Panda WoW открывает для вас новый мир с рейтами X100. Новый сервер будет поддерживать все традиции ранее открытых миров с постепенным открытием контента. Это значит, что рейды будут открываться друг за другом, начиная с патча 5.0, в то время, когда весь PvP-контент будет доступен сразу, включая недавно реализованный Толбарат. Вас будут ждать не только стандартная арена 3 на 3, но и рейтинговые поля боя, варгеймы и даже для любителей побегать соло доступен формат арены 1 на 1, без предварительного поиска команд. Это при том, что сам статус сервера PvP. Проект Panda WoW имеет многолетний опыт создания серверов в Пандарии, нас встретит мир с превосходной реализацией классов, заклинаний и талантов. А также для любителей покачаться подольше, поглядеть контент, реализована возможность выставить удобный рейтинг вплоть до стандартного X1. Приходите 28 октября в 16:00 по Москве и сами все увидите. Реализована большая рекламная кампания, поэтому прогноз на приличное количество народа. И может быть даже я заскочу на релиз, чем черт не шутит, вдруг затянет, останемся там подольше. Panda WoW X100, 28 октября, 16:00. Ссылочка на регистрацию клиента в описании. Итак, врата Анкеража. Несмотря на кажущую простоту, один из опаснейших рейдов, которые, несмотря ни на что, рискуют посещать игроки на хардкоре. Потерять персонажа тут можно где угодно. Помните, мы с вами рассматривали ситуацию, где лидера Goldbeat рейда шотнуло на ласте вместе со всем лутом. Кто не видел, подсказка в правом верхнем углу. Тем не менее, весьма неплохие награды, репутация и немного фана все же привлекают игроков, и в АКУ-20 по-прежнему собираются все новые и новые группы отчаянных ребят. Так было и в этот раз. После зачистки Зуль'Гуруба, где собственно было все гладко, гильдия решила наведаться и в Анкераж. Тем более время оставшихся бафов позволяло. Вот это вот место перед воротами довольно сложное. Опасность пулить 2, а то даже и 3 пака очень высока. Пачки мух летают быстро, и что особенно сложно, плотно друг к другу. Пока ты натягиваешь выстрел в нужный пак, есть вероятность того, что он успеет подлететь к соседнему. Но, подумал я, в рейде есть 3 ханта. Уж они-то с этой задачей легко справятся. Даже если пул будет неудачным, у охотника есть ФД. Он притворится мертвым и сбросит неудачный пул. Собственно, эта особенность делает ханта незаменимым помощником во всех рейдах. Ни один класс не может так безопасно пулить, как он. В принципе, да, в нашем случае пул делает хант. Но во время пула на видео за каким-то хером перед паком маячит вар. Вероятно, вар на танке переживает, что не сможет вовремя зацепить мобов и решил встретить их у ворот. И вполне возможно, он не заметил, что за стеной зацепился еще один патруль. Поскольку вар уже вошел в бой, ханту этот кривой пул сбросить не представлялось возможным. Поняв, что происходит критическая ситуация, при которой возможен вайп, дается команда выбегать наружу. В принципе, прохождение только началось. Рейд стоял недалеко от ворот, так что необходимость поднимать панику и пропивать Петри отсутствовала. Но так получилось, что один маг замешкался, и в момент, когда все выбегали из инста, находился дальше всех от выхода. Находясь на расстоянии до выхода 30 ярдов, маг получил интерсепт от моба, и по всей вероятности следующий удар бы его шотнул. Это не вар в броне, который может пережить несколько ударов от трэша. К счастью, маг среагировал и успел поражать айсблок, после чего пропил Петрофласку, которая дает иммунитет к любому урону ровно на 1 минуту. Оказавшись снаружи и оправившись от легкого потрясения, рейд не досчитался одного бойца, который в это же время находился в ловушке и не мог самостоятельно найти путь к спасению. Ну да, маг вышел из рейда и ждал, когда ее выкинет из инста. Но времени действия Петри до момента, когда система портанет его по привязке камня, оставалось слишком мало. Ситуация сложная, в одиночку провернуть какие-то варианты не представлялось возможным. И маг в отчаянии писал в гильчат, что «Ребятки, я тут один, среди злых мух, время все меньше и меньше, до момента спада окаменения остаются какие-то считанные секунды». РЛ поинтересовался: «Вио, есть ли у тебя вторая Петри?» Второй Петри у Вио не было, что, кстати, плохо. Обязательно, ребята, обязательно таскайте с собой не меньше 2 Петрофласок, чтобы не попасть вот в такую ситуацию. Последние события показывают, что одна Петри не всегда может засейвить. Даже если попытаться забузить Alt F4, система работает хрен пойми как.
тебя может выкинуть через полминуты, а может секунд через 50. Получалось, что жить бедному магу оставалось какие-то 20 секунд. Но рейд-лидер принял решение не очковать и спасти мага, потому скомандовал всему рейду зайти внутрь, отвлечь мобов, дабы дать Виу шанс. Совсем как в сцене «Властелин колец», когда силы людей забайтили армию Саурона выйти к воротам, тем самым дать возможность Фродо пройти к горе. Но, к сожалению, все получилось не совсем как в кино. МТ, врубив ШВ, забрал пачку мух, крикнул Виу сбрасывать колбу и бежать. Маг, поняв, что у него появился шанс, бросил Петра и поспешил на выход. Тем не менее, несмотря на то, что спасти мага удалось, сам танк выйти не успел. После того, как действие шилдволла закончилось, 6 мобов и яд от них его буквально сбрили. Как он потом сам сказал, яд, который на него повесили осы, замедлил его передвижение, и он не смог быстро добежать до выхода. Вместе с танком погиб и шаман, который пытался во время захода танка хилить. Оказавшись в гуще мобов и получив агро, у бедной коровки даже не было времени среагировать, хоть как-то попытаться спастись. На этот случай я бы рекомендовал таскать с собой инженерских болванчиков, которые хотя бы секунд на 5, но дадут время на перехват агро танкам. Не могу сказать точно, но думаю, что в таком рейде должны быть инженеры. Ну как же без них? Если бы 5-6 человек воткнули куклы, может и не случилось бы трагедии. К счастью, больше никто не погиб. Остальной рейд выбежать успел, в том числе и наш спасенный Вио. Для рейда это, конечно, был шок, потому что они поняли, что прямо сейчас разменяли одну жизнь на 2. Причем одна жизнь была их рейд-лидера. И хотя я в самом начале сказал про самоотверженность, взаимовыручку, все равно нашлись пару тел, которые выразили сожаление такому решению. Типа нам не надо было идти спасать Вио, пускай бы он один сдох. Слава богу, таких было мало. Но я вот подумал, что если бы ребятки так не поступили, как бы они себя потом чувствовали, когда их товарищ там за порталом умирал, в то время, когда они в 19 тел под бафами тряслись за своей жизни. И я сейчас вспоминаю тот ролик с Гидрой, где он поражал Петри в ОБСе, но потом смотрел повтор и сожалел, что сделал это так рано. Ведь он мог остаться на какое-то время и помочь своим ребятам спастись. Думаю, теперь у спасенного мага есть какое-никакое обязательство перед теми, кто его спас. И он, если хочет хоть как-то отблагодарить тех героев, что отдали за него жизнь, поможет им хотя бы прокачать новых персонажей. Я вам предлагаю написать в комментариях, как бы вы поступили в данной ситуации. Решились бы на отчаянное спасение своего товарища или остались бы за воротами наблюдать, как он умирает. Подписывайтесь на канал, чтобы и дальше узнавать об интересных событиях из мира WoW Classic. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи!